В этом выпуске вы узнаете две истории, которые потрясли мир и навсегда изменили представление о загробной жизни. Сначала мы поговорим о мистических видениях и древних откровениях, раскрывающих истинные тайны существования души после смерти. Затем вы услышите невероятную историю великого бразильского медиума Шику Шавьера, чьи послания от умерших разоблачали самые опасные секреты сильных мира сего. Почему правительство и церковь десятилетиями преследовали его, и какие секреты до сих пор хранятся в тайных архивах Ватикана? Эти истории заставят вас по-новому взглянуть на жизнь, смерть и скрытую реальность, о которой предпочитают молчать. Шику Шавьер никогда не искал славы или признания, но с самого детства он понимал, что отличается от других людей. Он слышал голоса, тихие, едва уловимые, словно шелест листвы, идущие откуда-то издалека, из неведомой реальности. Сначала Шику пытался игнорировать эти странные послания, надеясь, что они исчезнут сами собой, но со временем голоса становились только громче и настойчивее. Первая публикация его книги с посланиями из мира умерших произвела эффект разорвавшейся бомбы. Никто не ожидал, что обычный бразильский медиум может так точно и безошибочно описывать обстоятельства смертей, личные трагедии и семейные тайны совершенно незнакомых ему людей. Читатели узнавали в посланиях своих близких, давно ушедших из жизни, и были шокированы подробностями, которые Шику никак не мог знать. Вскоре его имя начало звучать во всех уголках страны, а сам медиум стал героем газетных заголовков, передач и интервью. Однако вместе со славой в жизнь Шику пришли и странные, пугающие события, объяснить которые логикой было невозможно. Ночами его телефон беспрестанно звонил, и на другом конце линии он слышал только глубокое, тяжелое дыхание неизвестного человека, который молча слушал, а потом резко бросал трубку. Иногда за окнами дома Шику можно было заметить силуэты незнакомцев, неподвижно стоящих в тени, будто наблюдающих за ним и терпеливо ждущих чего-то неведомого. Шику пытался убедить себя, что все это лишь плод усталости и напряжения, связанных с его необычным даром, но вскоре сомнения исчезли, его действительно кто-то преследовал. Он начал замечать странные машины, медленно курсирующие возле его дома, а незнакомцы в темной одежде стали появляться все чаще, сопровождая медиума практически повсюду, где бы он ни находился. Шику начал чувствовать, что каждый его шаг, каждое слово и даже каждая мысль находится под пристальным вниманием неизвестных ему людей. Больше всего тревожило медиума то, что страх перед его посланиями постепенно овладевал и самыми влиятельными людьми страны. Политики, бизнесмены и даже высокопоставленные чиновники стали требовать прекратить публикации его книг, открыто называя их опасными и провокационными. Странные исчезновения писем, угрозы издателям и бесконечные попытки конфисковать тиражи были явными свидетельствами того, что кому-то очень важно, чтобы мир никогда не узнал всей правды, которую Шику передавал из мира мертвых. Но медиум продолжал писать, чувствуя ответственность перед теми, кто доверил ему свои последние слова. Ему было страшно, но он верил, что правда, переданная духами, важнее любой угрозы или запугивания. Шику стал все чаще задумываться, почему его откровения так пугают сильных мира сего, и какую опасность таит в себе знание того, что происходит за границей жизни и смерти. Однажды поздним вечером, сидя за своим письменным столом и записывая очередное послание, Шику ощутил резкий холод, заполнивший всю комнату. Он поднял взгляд и вдруг понял, что он уже не один, кто-то невидимый стоял прямо напротив него, источая ледяную угрозу, которую можно было буквально ощутить кожей. Неизвестное присутствие молчало, но медиум ясно понял послание: «Ты сказал слишком много, и теперь придется заплатить». Эта ночь изменила все. С того момента Шику знал, что битва за истину только началась. Он осознал, что невольно оказался в эпицентре противостояния между миром живых и миром мертвых, а его откровения стали угрозой для тех, кто веками скрывал истину от человечества.
Шику уже не сомневался, что темные силы, следящие за ним, не остановятся ни перед чем, лишь бы не допустить разглашения самой страшной тайны мироздания. Но отступать было поздно. Шику чувствовал, что его предназначение важнее страха и собственной безопасности. Теперь он понимал, что его голос — единственный мост между двумя мирами, и пока он жив, люди должны узнать правду. Он продолжил записывать послания умерших, несмотря на угрозы и опасности, зная, что с каждым новым словом приближает человечество к разгадке главной тайны жизни после смерти. Однако даже он не мог представить, что впереди его ждут еще более страшные откровения, способные навсегда изменить восприятие реальности каждым человеком, который осмелится прочитать его записи. Книги Шику Шавьера никогда не были простыми сборниками мистических рассказов, они представляли собой подлинные документальные свидетельства, переданные через медиума из потустороннего мира. Именно поэтому они вызывали страх и ярость среди элиты и высших слоев общества Бразилии, страны, где духовные практики тесно переплетались с политикой, влиянием и деньгами. В одном из самых знаменитых посланий, переданном духом умершего журналиста Умберто Ди Кампоса, Шику раскрыл тайны, которые заставили самых могущественных людей страны вздрогнуть от ужаса. В своих откровениях Умберто описал детальные обстоятельства смерти нескольких известных политических деятелей, в частности, президента Бразилии Житулио Варгаса, чье самоубийство в 1954 году до сих пор окружено массой загадок и подозрений в убийстве. Шику Шавьер записал слова Умберто, утверждавшего, что президент Варгас был устранен не только по политическим причинам, но и по причинам духовным. Якобы глава государства намеревался раскрыть миру правду о существовании секретного общества, контролирующего политическую и духовную жизнь страны. Именно эта информация была немедленно признана властями опасной, а книги Шавьера подверглись жестокой цензуре. Но Шику не останавливался, он продолжал писать и публиковать сообщения от умерших, многие из которых затрагивали еще более болезненные темы. В посланиях фигурировали не только знаменитости и политики, но и высшие чины католической церкви Бразилии, глубоко обеспокоенные тем, что медиум может полностью дискредитировать официальную церковную доктрину о загробной жизни и власти духовенства. Так, в одном из своих писем дух, назвавшийся бывшим католическим епископом, сообщил Шавьеру, что сама церковь знает истину о реинкарнации и о том, что душа не уходит после смерти в небесный или адский мир, а продолжает существовать на земле, влияя на живых и даже управляя ими. Эти заявления привели к резкому росту давления на Шику со стороны властей и церкви. Полицейские рейды в издательства, аресты и угрозы сотрудникам типографий, которые сотрудничали с медиумом, все это стало реальностью его повседневной жизни. Некоторые журналисты, решившиеся открыто поддерживать Шику, загадочным образом исчезали, их тело находили позже, а официальные заключения всегда гласили одно и то же: несчастный случай. Самым ярким подтверждением того, насколько опасными стали знания Шавьера, была судьба его книги «Наш дом» Наусалар, в которой он с поразительной детальностью описал жизнь после смерти. Книга, вышедшая в 1944 году, содержала подробные сведения о загробном городе, который медиум назвал духовной колонией, местом, куда попадают души умерших, чтобы пройти очищение и подготовиться к следующему воплощению. Эта информация полностью опровергала канонические представления о рае и аде и стала настоящей сенсацией в Бразилии, вызвав бурную реакцию и массовые протесты со стороны религиозных организаций. Шику Шавьер также раскрыл в своих произведениях, что высокопоставленные политики и бизнесмены регулярно обращались к медиумам и оккультистам, пытаясь использовать духовный мир в своих интересах, особенно во время политических кризисов и выборов. Он приводил конкретные примеры тайных обрядов, проводимых в особняках и правительственных резиденциях, где представители власти просили умерших помочь им сохранить или получить влияние. Эта информация была опасной, поскольку раскрывала двойные стандарты и лицемерие тех, кто публично отрицал существование духовной реальности, но втайне пользовался ее плодами.
После этих публикаций слежка за медиумом стала круглосуточной и откровенно агрессивной. Телефонные линии Шику прослушивались, письма вскрывались, и даже его личные встречи с друзьями и близкими людьми тщательно фиксировались неизвестными наблюдателями. Бывшие сотрудники спецслужб позже признавались, что власти действительно воспринимали медиума как угрозу национальной безопасности, поскольку его деятельность могла привести к массовым волнениям, подрыву авторитета церкви и раскрытию страшных государственных тайн. Несмотря на постоянный прессинг, Шику продолжал передавать послания духов, заявляя в своих публичных выступлениях, что правда, раскрытая умершими, важнее любых земных угроз. Он предупреждал, что существует тайная группа людей, которые веками хранят знания о загробной жизни, используя их как инструмент управления массами. «Им удобно держать вас в неведении», — говорил Шику, «потому что истина способна лишить их власти». Эти слова стали поворотной точкой. Медиум окончательно стал врагом для тех, кто веками контролировал не только материальный, но и духовный мир людей. Он был уверен, что каждая его книга, каждая запись и каждое послание мертвых приближает его самого к неминуемой опасности, но это было частью его пути и предназначения. В конце концов Шику сказал, что уже слишком поздно молчать, ведь правда, однажды высказанная, навсегда изменит этот мир. Последние годы жизни Шику Шавьера превратились в непрекращающуюся череду тревожных событий, загадочных происшествий и откровенных угроз. Он чувствовал себя пленником собственного дара, понимая, что каждая новая книга и каждое послание из того света делают его мишенью для тех, кто не хотел потерять свою власть и контроль над обществом. Несмотря на бесконечные попытки заставить его замолчать, медиум продолжал работать, чувствуя ответственность перед теми, кто доверил ему свои последние откровения. Самым жутким и пугающим стало для Шику понимание того, кто именно за ним следит. Однажды, после очередного выступления в Сан-Паулу, к нему подошел незнакомец в строгом черном костюме и спокойно произнес слова, от которых у медиума похолодела кровь. «Есть вещи, которые не стоит раскрывать, господин Шавьер. Запомните, молчание иногда является лучшей защитой». Шику немедленно ощутил холод и оцепенение, узнав в голосе этого человека ту самую ледяную угрозу, которую уже слышал в собственном доме во время общения с духами. С тех пор подобные фигуры сопровождали его постоянно. Они появлялись на его публичных лекциях, следовали за ним в толпе и молча стояли напротив его окон. Шику пытался выяснить, кто они, но сталкивался с абсолютной стеной молчания даже от друзей, которые отказывались говорить о своих подозрениях, опасаясь за собственную безопасность. Медиум стал все чаще осознавать, что его противники не просто представители власти или церкви, а нечто гораздо более древнее и могущественная организация, существующая веками, чей контроль распространялся далеко за пределы Бразилии. Последней куплей для Шику стало загадочное исчезновение части его личных записей, которые он никогда не публиковал. Эти материалы содержали информацию о тайном обществе, которое, согласно духам, контролировало реинкарнацию, манипулировало духовными практиками и использовало человеческие души в своих целях. Шику обнаружил взломанную дверь кабинета и пустой сейф, в котором лежали документы. Кто-то явно знал, что именно искать и где это находится. Отчаянно пытаясь предупредить людей, Шику записал свое самое последнее послание, которое было опубликовано уже после его смерти в 2002 году. В этом послании он открыто заявил, что миром управляют не просто политики и богачи, а некая скрытая сила, чей истинный контроль начинается там, где заканчивается жизнь человека. Он сообщил, что души умерших людей продолжают влиять на живых, причем не всегда в благих целях, и это знание тщательно скрывается от человечества, потому что способно полностью изменить расстановку сил на планете. После публикации этого откровения события приняли зловещий оборот. Несколько близких друзей и помощников Шику Шавьера умерли при загадочных обстоятельствах. Некоторые из них стали жертвами внезапных несчастных случаев,
другие ушли из жизни при странных болезнях, хотя никогда раньше не жаловались на здоровье. Казалось, кто-то решил не просто заставить замолчать медиума, но и стереть из реальности саму память о нем и его знаниях. В официальных отчетах полиции и прессы эти случаи всегда фигурировали как трагические совпадения, однако близкие Шику были уверены, что за всем этим стояли одни и те же силы. Даже похороны самого медиума проходили под пристальным контролем властей и неизвестных лиц в черных костюмах, молча фиксировавших каждого пришедшего проститься. Позже многие свидетели отмечали, что на похоронах ощущалась необычная тяжесть и странное, почти осязаемое присутствие чего-то, чего не было видно обычному глазу. Но самым шокирующим открытием стали свидетельства о том, что после смерти Шику продолжал общаться с людьми через других медиумов, подтверждая самые страшные догадки своих прижизненных откровений. Он говорил, что силы, управляющие людьми через страх смерти и неизвестность, все еще пытаются уничтожить его наследие, чтобы человечество никогда не узнало истины. Шику призывал не бояться этой правды, поскольку именно страх является главным оружием тех, кто веками скрывал ее от людей. Сегодня книги и записи Шику Шавьера по-прежнему вызывают споры и ярость тех, кому выгодно сохранять контроль над знаниями о загробной жизни. Несмотря на попытки дискредитации и замалчивания его трудов, все больше людей начинают понимать, что медиум раскрыл правду, способную навсегда изменить представление человечества о смерти и жизни после нее. Они видят, что события, произошедшие вокруг Шику, не были случайностью или совпадением, а частью глобальной борьбы за право людей знать правду о своей душе и своем предназначении. Слова, которые Шику произнес незадолго до смерти, сегодня звучат особенно тревожно и актуально. «Я сказал слишком много, и они уже идут за мной. Но главное, чтобы вы услышали то, что я передал вам от тех, кто знает, что такое смерть. Истина гораздо страшнее, чем вы думаете, но только зная ее, вы станете свободны». Смерть Шику Шавьера в 2002 году не прекратила поток мистических событий вокруг его наследия, а лишь подтвердила тревожные догадки медиума о существовании скрытой силы, контролирующей человечество. Сразу после его кончины журналисты, расследовавшие феномен Шавьера, стали сталкиваться с необъяснимыми явлениями. Их телефоны внезапно отключались во время разговоров, записи интервью с близкими Шику бесследно исчезали, а редакции, которые готовили материалы о его посланиях, внезапно отказывались публиковать расследование без объяснения причин. Очевидцы утверждали, что некоторые издательства напрямую получали угрозы от представителей спецслужб, предписывающие не распространять опасную информацию. В это же время в Бразилии начал набирать популярность документальный фильм «Дата Лимит», «Дейта Лимити», основанный на пророчествах Шику Шавьера о судьбе человечества и возможных контактах с внеземными цивилизациями. В этом фильме приводились ранее неизвестные записи медиума, сделанные им еще в 1969 году, в которых Шику подробно предсказывал глобальные события начала 21 века, включая рост количества природных катастроф, политических кризисов и эпидемий. Более того, Шавьер утверждал, что человечество находится под наблюдением высших духовных сил, готовых вмешаться, если на планете начнется глобальная катастрофа, угрожающая самому существованию цивилизации. Эти пророчества, попавшие в широкое информационное поле уже после его смерти, вызвали новый виток слежки и давления на исследователей феномена Шавьера. Например, известный журналист Саула Гомес, автор подробных репортажей о Шику, рассказал в интервью, что неоднократно получал телефонные звонки с угрозами, а его документы по делу Шавьера были конфискованы бразильской федеральной полицией без всякого объяснения. Аналогично поступили с архивом известного исследователя паранормальных явлений Джеральда Лимоса Нито, друга и последователя Шавьера, который первым рассказал миру о пророчествах медиума касательно даты лимита.
Однако самое пугающее открытие сделали журналисты независимого расследовательского центра в Рио-де-Жанейро, обнаружившие свидетельство существования секретного правительственного проекта, который с 1970-х годов занимался мониторингом медиумов, включая Шику Шавьера. Согласно раскрытым архивным документам, сотрудники бразильской разведки вели постоянный контроль за деятельностью Шавьера, собирали сведения о каждом его контакте, записывали и анализировали все его публичные выступления и лекции. Более того, выяснилось, что аналогичная слежка велась не только в Бразилии, но и агентами спецслужб США и Ватикана, которые также проявляли огромный интерес к медиуму и его посланиям. В 2020 году журналист Элиана Брум в своей статье для влиятельного бразильского издания Yale Peace подтвердила, что спецслужбы неоднократно предпринимали попытки внедрить своих агентов в ближайшее окружение Шавьера, пытаясь узнать источники его точной информации о загробной жизни и будущем человечества. Шику, прекрасно понимая, что за ним постоянно наблюдают, сознательно избегал публично называть имена тех духов, которые передавали ему самые скандальные и опасные сведения, заявляя только, что «они приходят ко мне с той стороны завесы». Некоторые очевидцы, лично знавшие Шику, утверждали, что медиум часто шутил по этому поводу: «Даже после смерти у человека не остается никакой приватности, ведь за мной следят сразу из двух миров». Но самым важным и взрывоопасным признанием Шавьера, которое, возможно, и послужило причиной столь пристального внимания спецслужб, было заявление медиума о том, что тайные знания о загробной жизни и реинкарнации давно известны Ватикану, правительствам ведущих мировых держав и закрытым духовным обществам, использующим эти знания в собственных целях. В одном из своих последних посланий Шику упомянул о тайной библиотеке, спрятанной в архивах Ватикана, где хранятся древние тексты, подтверждающие реальность реинкарнации и существование загробного мира, информация, способная полностью изменить мировоззрение миллиардов людей. Именно эти записи стали причиной реальной угрозы жизни Шавьера, поскольку раскрытие таких тайн ставило под вопрос власть крупнейших религиозных и политических институтов. После его смерти часть ранее неизданных записей была тайно вывезена за пределы Бразилии группой доверенных последователей, опасавшихся уничтожения архивов спецслужбами. В 2019 году стало известно, что некоторые из этих записей оказались в руках исследователей из США и Европы, которые собираются опубликовать их, несмотря на возможные последствия. Однако по странному совпадению, практически все лица, причастные к подготовке публикации этих материалов, начали испытывать серьезные проблемы со здоровьем или стали жертвами несчастных случаев при крайне загадочных обстоятельствах. Таким образом, даже сегодня, спустя десятилетия после ухода Шику Шавьера, борьба за право узнать правду продолжается. Все больше исследователей и простых людей убеждаются в том, что мир медиума был реальным, а его послания не просто фантазии или мистификации, а настоящие свидетельства жизни после смерти, которые могут навсегда изменить представление человечества о своем предназначении и смысле существования. Шику оставил нам важнейшие послания. Страх смерти и незнание правды — это главное оружие тех, кто хочет сохранить власть и контроль над нашими душами. Реальная история Михаила Овчинникова — опыт, который потряс не только его душу, но и фундаментальные представления о жизни и смерти. Михаил рассказывал, как однажды, в самый обычный для него день, его сознание внезапно отделилось от физического тела и перенеслось в иной, неземной мир. В те минуты он оказался в пространстве, где привычные законы реальности перестали действовать, а время растворилось в бесконечном потоке ощущений. Его разум наполнился образами, которые сложно описать словами, перед глазами мелькали величественные пейзажи, мерцающие огни и странные существа, свободно скользившие по эфиру. С первого момента Михаил ощутил, как его душа словно вырывается из оков земной жизни, погружаясь в мир, где все кажется одновременно реальным и иллюзорным. Он видел мерцающие силуэты, бесшумно перемещающиеся в пространстве,
и ощущал холод, который проникал до самых глубин его существа. Первоначально его ум пытался рационализировать происходящее, связывая все с необычным сном, но каждое последующее видение становилось все более ярким и неоспоримо реальным. Михаил воспринимал эти переживания как послание из иного мира, предупреждение о том, что граница между жизнью и смертью тонка, как шелк. В этом потустороннем измерении он встретил образы давно ушедших людей, чьи лица несли на себе печать горьких воспоминаний и неизбывного сожаления. Каждый из них будто искал утешения, пытаясь передать Михаилу послание о том, что их души не нашли покоя в мире, полном заблуждений и обмана. Его окружали мягкие, но холодные отблески света, которые казались мерцающими свечами в бесконечной тьме, и каждый такой отблеск отражал историю ушедших эпох и забытых судеб. Ощущения всепоглощающего покоя и ужаса переплетались, вызывая у него одновременно восторг и глубокую печаль. В ходе этого путешествия Михаил ощутил, как его сознание сливается с потусторонним, и границы между «я» и окружающим миром стираются, даруя ему понимание взаимосвязи всех существ. Он видел, как энергия жизни трансформируется в нечто более тонкое, неуловимое, что можно описать только как чистое сознание, свободное от телесных оков. Это было время, когда каждое мгновение казалось вечностью, а каждая секунда обретала значение судьбоносного откровения. Михаил ощутил, как его душа пронзалась неведомой силой, пробуждая в нем древние воспоминания и знания, забытые тысячелетиями. Он оказался в пространстве, где слова теряют свою силу, а эмоции и образы говорят громче всяких речей, и понял, что это не просто видение, а путешествие в глубины собственной души. Встреча с неосязаемыми фигурами, которые несли на себе отблески радости и боли, оставила в его сердце неизгладимый след, заставляя его сомневаться в абсолютности жизни и смерти. Среди множества образов Михаила поразила фигура старца с мудрыми, печальными глазами, который, казалось, обладал знанием всех тайн бытия. Этот старец молчаливо указал на то, что после смерти не наступает конец, а начинается иной этап существования, наполненный как светом, так и тьмой. Михаил почувствовал, как его внутренний мир начал преображаться, страх уступал место пониманию, а горечь — тихой грусти, которая, однако, не могла полностью смыть яркость пережитого откровения. Он осознал, что его встреча с потусторонним была не случайностью, а предопределенным моментом, когда душа должна была узнать о своей истинной сущности. С каждым новым видением он все глубже погружался в мир, где царила абсолютная тишина, и где каждое мгновение было насыщено бесконечным потоком энергии и воспоминаний, переплетенных с судьбами умерших. Михаил наблюдал, как образы прошлого оживают в ярких красках, рассказывая истории о потерянных временах, о битвах за душу и о вечной борьбе между светом и тьмой. Он проходил через коридоры, наполненные мерцающими огнями и тихими голосами, которые шептали ему о том, что каждая душа несет в себе искру вечности, даже если эта искра омрачена грехом и заблуждением. Каждое прикосновение к невидимой сущности оставляло в его душе след, подобной метке, которая свидетельствовала о начале нового этапа существования, где не существует ни боли, ни радости в привычном понимании, а лишь бесконечное состояние бытия. В этом пространстве Михаил переживал моменты, когда время теряло свою линейность, а каждый образ, каждая вспышка света и тьмы сливались в единое целое, образуя калейдоскоп бесконечных возможностей и неразгаданных тайн. Он ощущал, как его сознание расширяется, охватывая не только его собственное «я», но и весь космос, где каждая звезда, каждое мгновение наполнено жизненной силой и глубокой мудростью, недоступной обычному восприятию. Михаил Овчинников, бывший сторонником рациональных объяснений, теперь столкнулся с необъяснимым, и его душа начала понимать, что смерть — это не конец, а лишь переход в иной, неизведанный мир, где каждое чувство обретает новую форму и глубину. Этот опыт потряс его до глубины души,
заставив пересмотреть свои взгляды на жизнь, веру и саму природу существования, как если бы он вдруг открыл дверь в тайное измерение, полное чудес и ужаса одновременно. В финале первого этапа своего путешествия Михаил ощутил, что его внутренний мир навсегда изменился. Он понял, что граница между жизнью и смертью тонка, как шелк, и что каждый момент существует в вечном цикле трансформации, где даже самый мрачный опыт может стать искрой для новой жизни. Его сердце билось в такт с космическим ритмом, а разум был наполнен видениями, которые обещали открыть ему секреты бытия, скрытые за завесой обыденного мира. Михаил Овчинников, вернувшись из мира, где царит неописуемая тьма и безграничное спокойствие, понял, что его душа навсегда изменилась. Он ощутил, что граница между жизнью и смертью стерлась, и теперь его сознание обретало новые, пугающие ясные очертания реальности, где прошлое и будущее сплелись в один бесконечный поток откровений. С первых мгновений возвращения Михаил был охвачен чувством неописуемой пустоты, как будто часть его сущности осталась запертой в том мире, полном ледяного покоя и молчаливых голосов. Каждая минута жизни на земле теперь казалась ему наполненной мистическим смыслом, а каждое переживание — испытанием, через которое он должен был пройти, чтобы понять истинную природу бытия. В первые дни после возвращения его посещали видения, в которых мерцающие образы незнакомых людей и призрачные сцены из неведомых эпох сменялись одно за другим, словно ожившие картины из забытого сна. Михаил видел, как в этих видениях души, ослабленные земными муками, искали искупления и утешения, но сталкивались с неизбежной жестокостью судьбы, когда каждое сокрытое сожаление требовало своей расплаты. Со временем он начал понимать, что жизнь после смерти — это не просто состояние покоя, а сложный, многогранный процесс трансформации, где каждая эмоция, каждая мысль приобретает особую силу и значимость. Ощущение легкости, которое могло бы ассоциироваться с вечным покоем, оказалось лишь оболочкой, скрывающей бурю древних воспоминаний и неразрешенных конфликтов, терзающих души навечно. Михаил стал свидетелем странных явлений, когда во сне он встречал образ старца с пронизывающими глазами, который говорил о том, что каждая потерянная искра жизни должна быть возвращена, иначе мир погрузится в вечный хаос. Этот старец, словно вестник древней мудрости, объяснял, что смерть — это не конец, а лишь переход в иное измерение, где души проходят через серию испытаний, чтобы обрести истинное освобождение. В те долгие ночи, когда время казалось застывшим, Михаил ощущал присутствие невидимых сил, окружающих его и проникающих в самые глубины его сознания. Каждый звук, каждый шорох напоминали ему о том, что за гранью привычной реальности скрывается мир, где царит вечное пробуждение и безумие, где все жизненные страхи и надежды обретают новую форму. Он начал вести собственный дневник, записывая все видения и переживания, с тем, чтобы в будущем, возможно, помочь другим понять, что смерть — это не финал, а лишь начало долгого пути очищения души. Каждая страница его дневника была пропитана страхом, удивлением и одновременно глубоким трепетом перед необъятной тайной бытия, которая раскрывала перед ним миры, недоступные обычному пониманию. С каждым днем Михаил все ярче ощущал, как его разум расширяется, охватывая не только земное существование, но и бескрайние просторы космического потока энергии, где каждая звезда и каждая молния имели свою роль в великом танце вечности. Он стал понимать, что душа после смерти продолжает свой путь через лабиринты воспоминаний и надежд, сталкиваясь с неизбежными испытаниями, которые выковывают ее истинное лицо. В одном из видений ему открылся облик древней женщины, окутанной сиянием, чье лицо отражало боль тысячелетий и мудрость, недоступную обычным смертным. Она поведала ему, что каждое существо, покидающее земной мир, несет в себе семя новой жизни, но также и груз всех своих ошибок, который может обернуться проклятием, если не будет очищен через искупление.
Эта встреча изменила Михаила навсегда. Он осознал, что путь души после смерти — это не только извилистый и тернистый маршрут страданий, но и возможность возрождения через преодоление всех внутренних конфликтов и страхов. Он видел, как образы его жизни сливаются с блеском неземного света, как все испытания и утраты превращаются в уроки, которые помогают душе расти и эволюционировать. В одном из самых ярких видений Михаил оказался в гигантском зале, где время, казалось, остановилось, и где каждое мгновение было наполнено голосами тех, кто уже нашел покой, но оставил за собой послание для будущих поколений. В этом зале он услышал, как тысячи голосов, словно единый хор, произносили: «Открой сердце, прими свою судьбу, и обретешь свет в конце пути». Слова, которые заставили его сердце дрогнуть от надежды и трепета одновременно. Михаил продолжал свой путь сквозь этот неизведанный мир, встречая души, которые еще не смогли найти покой, и получая откровение о том, что истинное освобождение возможно лишь через искреннее признание своих ошибок и преодоление внутренней тьмы. Каждый новый образ, каждая встреча с потусторонним насыщали его сознание новыми знаниями о том, что жизнь после смерти — это вечное движение, где даже самые глубокие раны могут зажить, если душа научится прощать и любить. В финале этого этапа путешествия Михаил осознал, что его опыт — это не просто личное откровение, а послание для всех, кто еще боится столкнуться с неизбежностью смерти. Он понял, что жизнь после смерти — это мир, где каждое чувство и каждая эмоция преображаются, обретая новую глубину и значение, и где даже в самой тьме можно найти проблеск света, если только душа осмелится принять свою истинную сущность. Михаил начал вести записи о своих переживаниях с такой тщательностью, что каждая страница дневника стала свидетельством его внутренней трансформации, от смятения и страха к пониманию, и, в конце концов, к принятию неизбежного цикла жизни и смерти. Он верил, что его история сможет помочь другим осознать, что смерть — это не конец, а лишь переход, дарующий шанс на новую жизнь, очищенную от прошлых ошибок. В эти последние часы перед рассветом его разум наполнился видениями, где граница между реальностью и мечтой исчезала, и где каждая минута обретала значение вечности. Михаил ощущал, как его душа расширяется, охватывая бесконечное пространство, где каждый светящийся отблеск и каждая тень хранят в себе истории миллионов существ, прошедших через огонь испытаний и обретших истинное просветление. Так закончилась вторая часть его путешествия, полная откровений, боли, надежды и страха, которая навсегда изменила его мировоззрение. Михаил понял, что его опыт на том свете — это бесценный дар, который необходимо использовать для того, чтобы помочь живущим осознать, что смерть — это не финал, а начало нового, неизведанного пути, где каждый шаг является уроком, а каждая потеря — возможностью возрождения. Михаил Овчинников продолжал жить с грузом своего невероятного опыта, навсегда изменившим его душу и мировоззрение. Его встреча с потусторонним открыла ему завесу тайн, о которых раньше можно было только догадываться. Каждая минута, проведенная в мире, где время перестало существовать, наполняла его сознание глубоким осознанием цикличности бытия, где смерть не была финалом, а лишь переходом к новой форме существования. Он начал воспринимать свою жизнь как часть бесконечного потока энергии, в котором каждый миг — это урок, а каждая утрата — возможность обрести мудрость. В его глазах отразились образы древних судеб, и воспоминания о встречах с неземными существами превратились в тихий голос, напоминающий о том, что жизнь после смерти таит в себе как светлые, так и темные тайны. Эти видения вдохновили Михаила на глубокое переосмысление смысла существования, где страх и надежда сплетаются в единое целое, оставляя след в душе каждого, кто осмелится заглянуть за грань обыденного. Опыт, пережитый им на том свете, стал не просто источником ужаса, а своеобразным зеркалом,
в котором отражались сокровенные истины человеческого бытия и неизбежность вечного возрождения. Он понял, что душа каждого человека — это нечто большее, чем просто набор воспоминаний и эмоций, а живая сущность, способная преображаться и развиваться сквозь бесконечные циклы рождений и смертей. Михаил начал вести дневник, где каждое слово было пронизано глубокой философией, а каждая страница — свидетельством его борьбы за понимание истинной природы бытия. Его записи стали источником вдохновения для тех, кто искал ответы на вопросы о жизни и смерти, и вскоре его история превратилась в легенду, передаваемую из уст в уста. Со временем он обнаружил, что обретение внутреннего покоя возможно лишь через принятие и прощение, когда каждое испытание становится ступенью к свету, а каждое страдание — возможностью для духовного роста. Михаил осознал, что даже самые мрачные моменты его путешествия могут служить маяком для тех, кто ищет путь к истине, и что каждая потеря в конечном итоге приводит к новому рождению. В заключении его рассказа звучит послание о том, что смерть не является концом, а лишь преобразующей силой, дарующей возможность переосмыслить жизнь, наполнить ее смыслом и открыть врата в бесконечное царство вечности. Его слова стали напоминанием, что истинная сила заключается в умении принять неизбежное, преодолеть страх и найти гармонию между светом и тьмой внутри себя. Михаил Овчинников, пройдя через лабиринт потусторонних видений и переживаний, обрел новое понимание своей сущности. Он стал тем, кто знает, что жизнь после смерти открывает безграничные возможности для очищения и трансформации души. Его опыт доказал, что даже в самом глубоком мраке можно найти проблеск света, и если только человек готов взглянуть правде в глаза и принять свою истинную судьбу. Таким образом, история Михаила Овчинникова стала не только свидетельством ужаса, но и уроком смирения, надежды и внутреннего преображения, уроком, который напоминает, что каждое окончание является началом, а каждый шепот вечности способен возродить душу в новом, более ярком свете. Его заключительные слова звучат как тихий, но мощный гимн человеческой стойкости перед лицом неизбежного и вечного перехода от жизни к смерти и обратно.